Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Неожиданности и сюрпризы мая, перемены на пороге, Таро-расклад и цыганский пасьянс в нашем видео. И с первых дней мая планетарно мы будем чувствовать больше оптимизма, душевного подъема. Мы прочувствуем совершенно другую концепцию энергии. Это будет обусловлено, и для вас это важно, тем, что Марс у нас находится в Овне, который благоприятствует более решительным действиям. А также Меркурий до 15 числа тоже пробудет в Овне. Прекрасный период для себя прояснить какие-то новые перспективы. Или то, что было в предыдущий период, апреля, Меркурий был ретроградный весь период, практически весь апрель, то здесь вот какая-то прежняя путаница, она разбирается. Что-то становится по местам. Либо приходят важные сообщения, или вы получаете важные документы, что-то проясняется из разряда важных концепций. Венера в Тельце, мои дорогие, в одном из знаков зодиака, где она себя чувствует наиболее комфортно. И значит, к благополучному разрешению будут вопросы в личной жизни, как знакомство, в целом общение, вопросы денег, личного творчества. Особенно для творческих людей, я знаю, среди вашего знака зодиака много таких. Это получается как новый период возможностей. Венера благоволит и способствует, чтобы вы были счастливы, мои дорогие. Но, пожалуй, самая важная конфигурация, она уже состоялась 21 апреля. Это в знаке Телец тоже. Две планеты встретились, Уран и Юпитер. Уран, мы знаем, что любит что-то ломать, менять, но Уран никогда не забирает то, что продуктивно, полезно, что может быть с прогрессом продолжено. Он только от нас пытается как будто мусор из нашей жизни вымести. И планета Юпитер – это структура, это провластная планета, новая структура, концепция жизни. И вот в знаке Телец Венера, Юпитер, Уран. Так вот, 21 числа, я сказала, соединение произошло. И это не просто одна дата, это новая точка отсчета. Это переломный момент на последующий период. Это сами по себе перемены на пороге. Это то, что будет продолжено, своеобразный трамплин в будущее, к благополучию каждого из нас. Но вот этот поворотный момент, который будет активно ощущаться в мае, от нас, от всех потребует гибкости и адаптации. Вот давайте мы посмотрим, что нам подскажут две колоды карт. Первая – цыганский пасьянс, старинный. У меня очень давно эти карты, мне их когда-то подарила мама. Я на ту пору вообще ни о каких картах не думала, да и моя профессия. Она не в плане экзальтации, она более чем конкретно, пожалуй, самая конкретная в моменте здесь и сейчас, с анализом ситуации и конкретными действиями. Но время прошло, у меня он просто очень долго лежал. И вот когда я начала вести канал на YouTube, я пыталась сделать расклады. И мне многие писали: верните пасьянс. Вот я решила вернуть. Итак, неожиданности и сюрпризы для вас, мои дорогие водолеи. Буду благодарна вашим комментариям. Как видят, цыганский старинный пасьянс. Ох, ему много лет. Несколько десятилетий. Что же для вас неожиданности и сюрпризы мая? Смотрим. И вы смотрите тоже вместе со мной. Я могу что-то тоже не заметить. Лебедь – это любовь, это верность, это искренность, это доброе известие. Может быть, в вашей семье, в вашей паре. Что-то может сложиться и по партнерским отношениям, даже у кого-то по бизнесу. Пусть это не совсем про любовь, но тогда искренние какие-то отношения. И значит, как минимум один человек, тот, который вас любит, принимает вас такими, какие вы есть, не пытается вас перекроить под свою какую-то шаблонность. Вот есть то, чему точно стоит уделить внимание, и то, что может быть продолжено. Ну, правда, посмотрите. А тут сразу несколько значений вам выпадает. Первое, мы соединим это так. Молния. Молния – это известие, новость, информация, предложение. У каждого по-своему. Но это больше, может быть, и касается личной жизни, потому что здесь нам сразу выпадает еще и подкова. Это значение личного счастья
И все то, что я только что сказала по значению лебедь. Идем дальше. Значит, какие-то приятные новости могут быть по части личной жизни. Вот интересно. Пока я не вижу, ну вот, сердце выпало, дела сердечные, правда. Любовь, мои дорогие. Близость, как родственность души. Все карты где-то об этом, которые совпали, говорят. Когда вы с любимым человеком на одной волне, тут можно горы свернуть, но горы мы оставим, но то, что кто-то из вас может задумать семейный проект, как семейный бизнес, что-то организовать, когда вы один другого поддерживаете, или вместе задумаете, может быть, и отправиться куда-то далеко. Но единение души в том, что вы смотрите в одном направлении, и причем спокойствие на душе, когда вы знаете, что да, ваш партнер вас искренне любит и разделяет с вами ваши планы. Для тех, кто один или одна, может состояться такое знакомство. На знакомство у нас очень благоприятен период мая. Для всех, для нас. И вообще вторая половина года 2024, она как бы больше к тому, чтобы мы занялись обустройством личной жизни. Для вас, посмотрите, как здорово, и сердце. Цветок. Это конкретно значение. Любовь, мои дорогие. Это сердце, когда искренность, ну вот нам, или признание, может быть, для кого-то в любви. Предложение руки и сердца тоже может быть. Но и любовь всячески дополняет все эти прежние значения и, безусловно, по подкове семейное счастье. Помимо всего прочего, еще и какая-то победа, потому что вот эту концепцию мы можем перевернуть и вот так. И не только для вас, мои дорогие водолеи, у кого было ожидание какого-то документа важного, вы его получите. Любовь, документ, победа. И вот эти три значения можно совершенно по-разному применить. У кого-то победа, это будет касаться вашего личного творчества, заработков, получения новой должности или развития вашего дела, ремесла, бизнеса или каких-то важных согласований. Или вы в личной жизни, может быть, были с партнером на расстоянии, и вы мечтаете встретиться, и тоже вам нужно пройти сложный такой путь, пока вы что-то оформите, пока документы будут подписаны, там вот где-то с ожиданиями, но здесь все равно победа выпадает. Шикарно, нечего добавить, правда. Все в сторону вашего счастья, мои дорогие водолеи. Давайте добавим карты Таро в плане вопросов. Что вы будете адаптировать, организовывать? Чему вам придется больше уделить внимания? Как видят карты? Или адаптировать какую-то больше сферу жизни из всех остальных. Потому что обстоятельства меняются. Чем вы будете заниматься. Именно как в новом каком-то ключе. Или с учетом новых изменений. Тут что угодно. Карта Солнца, мои дорогие водолеи. Это карта выбора правильного направления. Она о чем говорит? Что что-то будет продолжено для вас и иметь большое, огромное значение на период до конца года 2024. Вы выбираете само по себе направление. В чем вы будете развиваться, или как ваше творчество, откуда к вам будут приходить деньги. Безусловно, по этой карте у вас уже и в мае что-то происходит очень доброе, хорошее, но это то, что должно быть продолжено. Это карта вашего эго, всегда солнце отчасти, это наши честолюбивые планы и амбиции, и вы не должны их поставить где-то на второе место. Ваша задача, если мы спросили, что организовать, ваши честолюбивые планы и личную жизнь, привести в полный баланс. Значит, если вы один или одна, выйти судьбе навстречу. У вас будут возможности. Нам, посмотрите, два пасьянса и карта Таро говорит именно об этом. Счастье, оно не бывает узкоколейным. Оно именно тогда, когда все сферы нашей жизни в гармоничном балансе. И вот ваша задача как-то в течение мая
двигаться в этом направлении, по крайней мере, поставить перед собой такую задачу. Что будет продолжаться или какие события будущего, то, что за маем пойдет для вас к продолжению, к переменам, перемены сами по себе на пороге, у кого-то вопросы детей. Часто мы учимся по этой карте, приобретаем новые знания или адаптируемся к новым условиям. Правда, адаптация какая-то продолжится и в июне. Или вы будете развивать собственное дело, творчество, но уже тоже с новыми правилами или при новых обстоятельствах, с новой концепцией, или добавлять в уже теперешнее, чем вы занимаетесь, ваш вид занятости, новых знаний, и значит все равно в последующем, что бы мы здесь ни изучали, мы можем применить это на практике, и в последующем это будет дополнительным либо заработком, либо дополнительным бонусом к вашим финансовым возможностям. Изучение есть, тут полный вперед, тут нет застоя. Каковы, больше не тяну карты, мои дорогие, потому что, тут все понятно. Вперед в будущее, да, карта императрицы. Для кого-то из вас, мои дорогие девочки, это может быть, как я жду ребенка, и последующий период вы будете организовывать, адаптировать свою жизнь, делать более комфортным свое жилье, обустраивать его. Для мужчин это важная женщина в вашей жизни, для всех вас, мои дорогие водолеи, это умение быть дипломатом, договариваться, ведь это карта власти, это карта смены статуса. У кого-то смена статуса произойдет в личной жизни, а у кого-то в достижениях, а у кого-то и там, и в другой сфере жизни. Меняется вообще, наверное, само качество. Вот это очень важное слово, потому что планы могут быть разные, но когда мы что-то воплощаем в нашу жизнь и видим плоды труда своего, тогда мы более уверены, с большим оптимизмом смотрим в будущее и понимаем, что от правильной стратегии и тактики зависит осуществление наших планов. Императрица, она очень плодовита. И мы сказали для девочек, но и для мужчин. Это для всех вас, ваши новые планы, которые в последующем вы можете реализовать. С одной стороны, нужно чему-то обучиться или рассмотреть, как правильно сделать, оформить какие-то документы или как правильно какую-то концепцию тоже, опять же, выстроить. Вы учитесь чему-то, но для вас это безусловный прогресс к изменению статуса. Безусловно, деньги, мои дорогие, нам об этом говорят, что май месяц для заработков и для решения финансовых вопросов благоприятный, даже если какая-то патовая ситуация финансовая, вы можете для себя рассмотреть новые формы работы или дополнительные заработки. И в последующем вы, вполне вероятно, если на 2 работах вам приходилось работать, то новый вид деятельности для вас будет более перспективным, и вы переключитесь на него. Или у кого-то из вас это может быть, как я получаю новую должность, и в последующем, соответственно, увеличивается мое жалование, мой доход. Что бы это ни было, путь к солнцу, к вашим желаниям. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.